Всем привет, с вами Павел, и сегодня мы поговорим о том, как использовать криптовалюты на практике, о том, как купить крипту, перевести ее, получить, продать, как ее хранить. В общем, исключительно практические вопросы. Экскурсы в историю, лекция о том, что такое блокчейн, различия между алгоритмами подтверждения транзакций, Proof of Work и Proof of State и тому подобное, в этом видео не будет. Если вам это интересно, полным-полно других видео. Сегодня мы сосредоточимся именно на практическом использовании. И начнем мы с того, где мы криптовалюты, собственно, будем хранить, с криптокошелька. Криптокошельки бывают разные для какой-то конкретной валюты, например, Electrum для биткоина, Mu, Ether Wallet для эфириума. Есть мультивалютные кошельки, такие как Trust Wallet или Exodus. Но суть в том, что криптокошелек — это интерфейс, который используется для взаимодействия с блокчейном, с сетью. То есть, по сути, есть какой-то сайт, допустим, Google. Мы используем интернет-браузер, Chrome, Opera, Internet Explorer, еще какой-то, для того, чтобы подключаться через интерфейс этого веб-браузера, чем он является, к сайту. Точно так же и кошелек мы используем для того, чтобы подключаться к блокчейну. То есть внутри кошелька непосредственно ваши монеты не хранятся. Точно так же, как есть у вас, допустим, на телефоне Сбербанк онлайн. У вас же не хранятся там ваши рубли в телефоне прямо. Не лежат они там, как фотографии, например. Нет, это исключительно интерфейс, с помощью которого вы подключаетесь и управляете своим счетом. Криптокошелек выполняет абсолютно ту же функцию. И точно так же, как любой человек не может управлять вашим Сбербанком онлайн, вашим счетом, отправлять деньги, допустим, кому-то. Точно так же и любой человек не может подключиться к вашему крипто-счету. Почему? Потому что у него нету приватного ключа. Это так называемая подпись, которая используется для подтверждения того, что вы владелец этого кошелька и имеете право распоряжаться находящейся на ней криптовалютой. Приватный ключ, о котором мы чуть позже поговорим, это, можно сказать, пин-код к вашей банковской криптокарте. Что стоит знать? Криптокошельки бывают кастодиальные и некастодиальные. Кастоди слово переводится под стражей, то есть якобы кто-то охраняет ваши деньги. Но в нашем суровом современном мире не нужно, чтобы кто-то охранял наши деньги. Мы, наоборот, этого не хотим. Поэтому всегда старайтесь использовать некастодиальные кошельки, где вы имеете доступ к приватному ключу, где вы имеете доступ к сид-фразе. Чуть позже мы разберем, что это такое. Итак, разница между кастодиальным и некастодиальным кошельком в том, что в некастодиальном кошельке хозяин деньгам вы, и вы имеете доступ к приватному ключу, к сид-фразе, а в кастодиальном кошельке хозяин ваших денег какой-либо сервис, и соответственно, стоит быть осторожнее. Пример кастодиального кошелька, например, Payer, или в целом аккаунт на любой бирже, куда вы можете получать криптовалюту и отправлять ее, это есть тоже не что иное, как кастодиальный кошелек. В любой момент биржа может решить, что вы не вышли физиономии и забрать ваши деньги. Единственный плюс кастодиальных сервисов в том, что если вы потеряли доступ к своему криптокошельку, то вы можете восстановить его, загрузив, допустим, документы, селфи с паспортом, еще что-то. Да, на кастодиальных кошельках, сервисах нужно, как правило, проходить обязательную процедуру верификации, загружать документы, выписки с банковского счета и так далее. На классических некастодиальных кошельках, где вы хозяин вашим деньгам, вам ничего никому доказывать не нужно. Также существуют так называемые холодные и горячие кошельки. Горячий кошелек имеет доступ к интернету, то есть это какая-то программа, установленная на вашем компьютере, либо вашем смартфоне, а холодные кошельки — это флешка, например, Ledger или Trezor, которая подключается к интернету только в момент совершения транзакций. То есть в целом такой холодный кошелек более безопасен и подходит для долгосрочного хранения криптовалюты, когда вы не постоянно ее туда-сюда переводите.
Можно сказать, что это что-то вроде криптосейфа. Для каждой криптовалюты используется свой кошелек. Но если вы планируете сосредоточиться на использовании популярных криптовалют, таких как биткоин, эфириум, кардано, солана и прочее, то лучше и удобнее использовать мультивалютный кошелек. Тогда у вас в одном интерфейсе будет доступ к биткоину, эфириуму, кардано и так далее. И вы в любой момент при необходимости можете их поменять друг на друга. Популярные мультивалютные кошельки — это Exodus. На его примере мы будем рассматривать установку криптокошелька и его использование. Также Trust Wallet от биржи Binance, мультивалютный криптокошелек. Ну и, конечно же, Ledger, но его мы рассматривать не будем, так как для его использования необходимо сам девайс. Если вы заинтересовались какой-то специфической криптовалютой, нечастой, и хотите ее хранить не на бирже, а в более безопасном виде, то стоит загуглить, просто вбиваете название криптовалюты, например, Luna, и дальше вбиваете wallet. И дальше у вас по ссылкам, вы можете скачать официальный кошелек TerraStation, а также, в принципе, если уже включили данную криптовалюту в какой-то мультивалютный кошелек, например, ее уже включили в Trust Wallet, то вы об этом узнаете, и, соответственно, возможно, вам даже не нужно устанавливать отдельный кошелек будет для этой криптовалюты, потому что, например, вы уже используете Trust Wallet. Мы рассмотрим использование криптовалют на примере работы с кошельком Exodus. В целом, все криптокошельки устроены плюс-минус похоже. Научитесь работать с одним, научитесь работать, по сути, со всеми. Итак, на сайте Exodus скачиваем дистрибутив для Windows. Да, кошельки бывают в виде приложения для ПК, бывают в виде приложений для смартфонов, бывают в версиях и для смартфона, и для персонального компьютера, бывают в версиях в виде расширения для Google Chrome, как, например, MetaMask, но расширение для Google Chrome я бы все-таки не советовал использовать. Те случаи взлома кошельков с эфириумом происходили, как правило, с участием MetaMask. Поэтому будьте крайне осторожны, если все-таки решитесь использовать этот тип кошелька в виде расширения для Google Chrome. Лучше все-таки использовать отдельные приложения. И вот без лишних диалоговых окон Exodus был установлен на компьютер. Находим ярлык на рабочем столе и запускаем. Вот у нас на приветственном экране портфолио, кошелек. Можно переключаться между валютами, от биткоин, эфириум, Ripple и прочее. Обменник. Соглашаемся, что это не Exodus проводит обмен, а децентрализованная биржа, с которой он работает. У них какие-то еще инвесторские сервисы. Это мы рассматривать не будем. Что нас интересует? Нас интересует приватный ключ. Представьте, вы оформили счет в банке. Вам, наверное, нужно записать данные для доступа к этому счету. А в случае с криптокошельками это приватный ключ и сид-фраза. Приватный ключ может выглядеть как-то вот так. И то, что он у вас есть, то, что вы его знаете, как бы подтверждает ваше право распоряжаться криптовалютой в данном кошельке. Генерация приватного ключа абсолютно рандомная, и вероятность того, что два разных кошелька будут иметь один приватный ключ, очень и очень и очень мала, практически нулевая. Но вот это вот запомнить крайне тяжело, поэтому придумали такой инструмент, как сид-фразу или фразу восстановления, которая состоит из 12 либо 24 слов. Выглядит это как-то так. И вот эти самые 24 слова вам следует хранить как зеницу ока. Почему? Потому что тот человек, вы либо кто-то еще, кто ведет эти 24 слова в правильном порядке, получит доступ к вашим деньгам и право ими распоряжаться. То есть сид-фраза — это и есть, по сути, приватный ключ от вашего кошелька, просто в доступной для человеческого запоминания форме, в более легкой. Сид-фразу не стоит хранить на компьютере или телефоне, так как все это может быть взломано, и ваши деньги, накопленные нелегким трудом, попадут к мошенникам. Сид-фразу, как правило, либо запоминают, либо записывают на бумаге и прячут куда-то в сейф, либо в то место, где никто ее не найдет. Поэтому давайте первым делом в нашем свежеустановленном кошельке давайте зайдем в настройки, в раздел Backup. Здесь нас просят создать пароль. Давайте его пропишем.
Еще раз. И ура, мы дошли до секретной фразы, той самой, которой нам нужно сохранить. Нажимаем «Смотреть секретную фразу». И вот как я мышкой направляю, появляются слова, которые нужно записать на бумаге, никому не показывая. Вот, кстати, предлагают распечатать. Вот такую симпатичную бумажку с нашей секретной фразой распечатал Exodus. Ее стоит хранить как зеницу ока. Пока у вас нету сид-фразы, секретной фразы, фразы восстановления, то получать деньги на кошелек не имеет смысла, это небезопасно. Все, теперь у нас эта секретная фраза есть, можно начинать использовать кошелек. Нажимаем «Готово». Нас попросят проверить, правильно ли мы все записали. Какое 5-е слово в вашей секретной фразе? У нас камера. Все, ура! Мы установили пароль как дополнительную защиту и фразу восстановления. Естественно, я не буду пользоваться криптокошельком, секретную фразу которого я вам показал. Я ранее пользовался кошельком Exodus, и у меня есть моя собственная фраза, с помощью которой мы сейчас восстановим доступ к моему кошельку, который я давненько не открывал. Там какие-то копейки даже остались, и посмотрим заодно, как происходит процесс восстановления доступа к криптокошельку. Допустим, был установлен у вас Exodus, тот же, либо другой кошелек на мобильнике, вы мобильник потеряли, переустановили систему или переустановили Windows, если на компьютере был установлен криптокошелек, как к нему восстановить доступ. Опять же повторюсь, что мы рассматриваем на примере Exodus, но все принципы во всех криптокошельках, хоть мультивалютных, хоть моновалютных, они абсолютно одинаковые. Научитесь пользоваться одним, научитесь пользоваться всеми. В Exodus нажимаем «Восстановить из бэкапа». Нам говорят, что рестарт, и просят напечатать фразу из 12 слов. После того, как ввели все слова, нажимаем стрелочку, и идет восстановление. Restore Complete. И вот меня просят задать новый пароль для дополнительной защиты. И у меня целых 2 актива ценой целых $11. Немножко Ripple и немножко биткоина. Ripple и Tron, вторая версия. Чтобы вы понимали, я в кошелек не заходил, не устанавливал в Exodus несколько лет, и тем не менее по моей сид-фразе мы восстановили и получили доступ к деньгам, которые были на этом кошельке. Пусть небольшим, но принципы одинаковые. Если бы там сейчас лежал $1 000 000, мы бы получили доступ к $1 000 000. Итак, кошелек мы установили, сид-фразу записали, и нам нужно как-то получить криптовалюту, купить ее. Для того, чтобы получить криптовалюту, допустим, биткоин, на свой криптокошелек, нам нужно адрес нашего кошелька предоставить тому, кто нам ее пошлет. То есть дать адрес нашего кошелька, адрес нашего счета, номер нашего счета, если вам так понятнее, предоставить его обменнику, криптобирже, либо другу, который вам пошлет криптовалюту. В любом случае нам нужен адрес. Адрес криптокошелька всегда находится под кнопкой «Получить», «Receive» по-английски. И высвечивается адрес, который можно либо скопировать, да, кликнув мышкой, либо обведя, выбрать «Копировать», либо передать QR-код. Мы будем использовать старый добрый адрес вот в таком виде. Для новичка, пожалуй, самым простым способом будет приобрести криптовалюту через обменник. На сайте bestchange.ru вы можете найти удобное для вас направление обмена, можно просто нажать «Популярное», и вот, в принципе, чаще всего меняют Сбербанк на биткоин. И вот огромнейшее количество обменников. Выбираете тот, у кого курс получше, отзывы получше. Вот что-то 100 тысяч минимум хотят. Но вот, например, с Kiwi минималка всего 5000. Ну, к счастью, обменников великое множество. И я уверен, вы найдете для себя подходящее. Ну да, кстати, вот тут указано, что минимум, тут если со Сбербанка, от 100 тысяч. Но можно найти и вот даже 2500. Вводите ваш номер телефона, к которому привязан Kiwi. Указываете номер биткоин кошелька вашего, который мы скопировали. Вот этот вот. И далее заполняете заявку, переводите деньги на тот кошелек, который вам укажут, и в это время получите биткоины. Также, в принципе, с любым другим способом покупки криптовалют через обменники. Еще одним популярным способом покупки и продажи криптовалюты является Binance P2P. Об этом способе я делал отдельное видео, ссылка на него будет где-то и под видео, и где-то сбоку. Суть здесь такая же, как в обменнике. Вы выбираете направление перевода, что вы хотите купить, продать, оплачиваете
подписываете заявку и, соответственно, получаете криптовалюту. Я же просто сам себе отправлю криптовалюту с Ledger на Exodus. Итак, я отправил сам себе немножко биткоинов. И теперь, когда у нас на счету появились те самые биткоины, давайте попробуем ими что-нибудь оплатить, а заодно рассмотрим, как производится оплата тех или иных сервисов с помощью криптовалюты. Скажу, что всегда оплата чего-либо криптовалютой происходит через отправку криптовалюты на тот конкретный адрес того конкретного количества криптовалюты, которые вам предоставит продавец той или иной услуги, например, VPN. Такого, что вы как в интернет-банке жмете «да, согласен», в криптовалюте нет. Всегда вам нужно взять конкретный адрес, который вам дает продавец услуги, и отправить на него определенное количество криптовалюты. В качестве примера давайте оплатим услуги сервиса DDoS Guard, который я использую для защиты от DDoS-атак нашего сайта. Вот здесь у меня деньги чуть-чуть есть, но мы еще давайте пополним. Так, вводим сумму, которую нам нужно оплатить. Собственно говоря, на этапе выбора способов оплаты выбираем биткоин. Вот сервис DDoS Guard использует процессинг конфирму. Процессингов криптоплатежей существует великое множество, поэтому интерфейс может отличаться, но суть всегда в том, что нам дается определенный адрес биткоин, определенное количество, точное количество криптовалюты, которое мы должны отправить. Нужно отправить именно это количество с точностью до последней цифры. И 15 минут на то, чтобы это сделать. Через обменник подобные платежи оплачивать не стоит, так как они просто могут не успеть оплатить за указанный промежуток времени, и ваши деньги потеряются в безднах блокчейна. Тут есть какая-то кнопка «Оплатить с биткоин кошелька». Ну, видать, данный сервис тоже предоставляет какой-то кошелек. Мы ее жать не будем. Что мы делаем? Мы копируем адрес, куда нам нужно отправить. В нашем криптокошельке нажимаем кнопку «Отправить», «Send». Что у нас здесь просят? Указать адрес биткоин кошелька. Точно так же, если бы мы отправляли в обменник, нам бы дали какой-то адрес. Если бы мы отправляли другу, если бы мы пополняли счет у форекс-брокера, нам бы дали какой-то адрес. Всегда есть какой-то адрес, куда нам нужно отправить точное количество криптовалюты. Копируем точное количество криптовалюты, вставляем. Так как курс биткоина постоянно меняется, я хотел пополнить счет на $150, но вот вышло, что сейчас я отправляю по факту чуть-чуть больше. Но это уже нюансы того, что курс криптовалют достаточно волатилен. Нажимаем кнопку «Отправить» после того, как вставили адрес счета, куда мы отправляем деньги, и точное количество. Нас спрашивают, действительно отправить? Жмем «Да». Ура! Отправили. Через некоторое время, когда транзакция появится в блокчейне, вот у нас появилось, что ожидает хотя бы одного подтверждения от майнеров, от сети блокчейн этой транзакции сервис, после чего деньги будут зачислены на наш счет в данном сервисе. У каждой транзакции в криптовалютах есть идентификатор, с помощью которого вы можете в случае спорных вопросов показать, что да, действительно вы отправляли деньги на данный криптокошелек. Идентификатор можно найти в информации о транзакции. Вот у нас последняя транзакция, Transaction ID. Щелкаем, и это ссылка, где есть информация о вашей транзакции. Вот здесь была у нас комиссия 44 цента. Она не подтвержденная пока что, да. Ну вот у нас, соответственно, тоже ожидает сервис хотя бы одного подтверждения. Подробности и вот эту вот ссылку может просматривать любой. Одна из особенностей блокчейна, криптовалют в том, что все максимально прозрачно и децентрализовано. Вот в этом и заключается суть, что доступ к информации о транзакциях есть у всех, а не только у банка, например. Подтверждение транзакции может быть как очень быстрым, так и не очень быстрым. Это нормально, зависит от загруженности сети, комиссий, времени суток и так далее, и так далее. Может пройти минут 20, пока эта транзакция подтвердится, или даже больше. Здесь не стоит паниковать. Соответственно, если вы перевели для того, чтобы поменять ее на фиат
криптовалюту в обменник или на биржу, не стоит паниковать, что она мгновенно не приходит. Дождитесь подтверждения. Дождитесь необходимого количества подтверждений. Данный сервис просит хотя бы одно подтверждение. Бывает, запрашивают несколько подтверждений, различные биржи, обменники. Поэтому просто по информации о транзакции дождитесь, когда появится, что подтверждено. Вот у нас есть одно подтверждение, обратите внимание, у данной транзакции. Она автоматически обновилась и обозначена как оплачена. Возвращаемся к нашему хостинг-провайдеру, и у нас $300 на счету. У нас остается примерно $148 в биткоине на кошельке. Давайте рассмотрим, как происходит обмен на децентрализованной бирже внутри кошелька. Если не знать, что тут где-то биржа есть, то можно вообще не заморачиваться этим вопросом. Жмете значок обмена, обменять, вводите, сколько вы хотите поменять биткоина на эфириум, либо какой-то другой актив можно выбрать. Можно нажать минимальное количество, половину всей суммы, либо вообще все. Вот давайте все поменяем на эфириум. Жмем Exchange Now, и через некоторое время мы получим наш эфир. Вот у нас возле значка эфира обмен в процессе. Биткоина у нас стало 0, а эфира 0,1, чуть больше. Ну и висит уведомление, что пока обмен в процессе, то есть ожидается подтверждение обоих транзакций, то, что мы продали биткоин и купили эфириум. И, соответственно, через некоторое время у нас будет полный доступ к этому эфиру. Чтобы продать криптовалюту, используются те же самые способы, что и купить. Binance P2P, либо же обменники. Выбирается направление, допустим, продать биткоин через Сбербанк, получить деньги на Сбербанк. Выбирается направление, допустим, продать биткоин и получить деньги на Сбербанк, продать биткоин и получить наличные доллары, если вы живете в каком-то крупном городе. Вот здесь Рига, Варшава, Стамбул, Москва, Санкт-Петербург, Алмата и так далее. А далее все точно так же, как в примере с оплатой хостинг-сервиса. Вы переводите криптовалюту на тот адрес, который вам предоставят, а затем получаете деньги тем способом, который вы выбрали. Очень крупные суммы, как правило, меняют через наличные. Также можно покупать и продавать криптовалюту на криптобиржах, таких как Binance, KuCoin, Bybit и так далее. Но единственное, сейчас в эпоху санкций возможны трудности с пополнением, которое сейчас происходит, как правило, через P2P сервисы. Многие используют криптобиржу в качестве кошелька для получения и отправки криптовалют, но в целом я бы к такому способу подходил с осторожностью. У вас нет доступа к приватным ключам этого кошелька, и поэтому для долгосрочного хранения криптовалют этот вариант не очень подходит. А для краткосрочного, к примеру, вывести деньги с Форекс-брокера, либо отправить на счет у Форекс-брокера и тут же обменять через P2P сервис, это вполне себе вариант. Ну что ж, я думаю, все уже поняли в свете текущих событий, что в современном мире без криптовалют не обойтись, и надеюсь, данное видео помогло вам в понимании о том, как их использовать на практике. С вами был Павел, специально для сайта telab.com. Всем пока.